Вознесенные владыки учат нас о том, что во главе каждого государства стоит именно тот человек, которого заслуживает население этой страны. То есть уровень сознания большинства людей, которые населяют ту или иную страну, он позволяет тому или иному правителю прийти к власти. Поэтому нельзя сказать, что правитель той или иной страны плохой, а все остальные люди в этой стране идеальны. Понимаете, есть определенное соответствие между уровнем сознания людей страны и тем человеком, который стоит во главе нации. Если же мы посмотрим на недавнюю историю, возьмем историю примерно 100-летней давности. В 1917 год, 1905 год. Каким образом устраиваются перевороты в любой стране? Первое, что происходит, это стараются дисквалифицировать того человека или тот правящий класс, который стоит во главе государства. Любой государственный переворот основывается на том, что людям через средства массовой информации с помощью пропаганды внушаются те или иные мысли, что кто-то вовне их, либо это будет другая нация, либо это будет другая страна, либо это будет правящий класс, либо это президент страны, либо еще кто-то. Вот это те, кто виноваты во всех проблемах, которые есть в этой стране и которые есть у каждого человека. Владыки же говорят о том, что и это единственная идеология в мире, которая дается вознесенными владыками, что все определяется уровнем сознания человека. То есть нет ничего за пределами нас самих, что нуждалось бы в изменении. В изменении нуждается только одно – это уровень нашего сознания. И тогда, когда люди в силу своего невежества, в силу своего уровня сознания, в силу безответственности, в силу каких-то других причин позволяют собой манипулировать другим людям, которые имеют свои интересы, то в этом случае происходят перевороты в любой стране. И первое, что происходит, это дискредитация существующей власти. В любой стране сначала дискредитируется власть, а потом совершается переворот. И есть определенные законы, в каждом государстве есть определенные законы. Я, например, не могу точно сказать, что происходит, но я знаю, что нехорошо свергать законную власть вооруженным путем. Есть как бы общепринятые законы морали, нравственности. И какой бы ни был плохой человек, если мы пытаемся его наказать, если мы используем для этого силу, то тем самым мы творим карму. И эта карма вернется к нам в виде наших же собственных горестей и проблем. Если мы посылаем в этот мир ненависть, то мы пожинаем точно такую же ненависть для себя. Если мы свергаем существующий строй силы, значит мы обрекаем себя и своих близких на насильственную смерть. Это просто закон, это божественный закон, который действует в этой вселенной. Понимаете? Мы не будем касаться Януковича или еще кого-то. Я просто хочу, чтобы вы поняли в общем, как действует закон. Любое насилие порождает насилие. Любая ненависть порождает ненависть. Страх порождает страх. Только любовь порождает любовь. И только любовь может победить ненависть. Но для того, чтобы человек испытывал любовь, он должен верить в Бога. А о Боге-то мало кто говорит. И о божественном законе мало кто говорит. И в основном ошибка-то в чем? Что вместо того, чтобы говорить, что во мне плохо, мы начинаем говорить, что плохо в Путине, в Януковиче, в Обаме, еще в ком-то. И тем самым мы действуем на разъединение. Понимаете? Вопрос-то внутри. Поддаемся мы пропаганде или нет? Если мы твердо внутри себя стоим за Бога,
то нам не страшна никакая пропаганда извне.